Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать потрясающий узор круговыми рядами. Крючок 4,5. Пряжа у меня полушерсть 240 метров в 100 граммах. Мы научимся с вами вязать не только узор, но и выполним очень простую и красивую повязочку. Начинаем выполнение нашего изделия с 76 воздушных петель. Вы можете набрать буквально любое количество воздушных петель четное, то есть оно должно делиться на 2. У меня 76, это обхват моей головы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираем цепочку, не затягиваем и в то же время не вяжем очень рыхло. Она должна быть эластичной. Итак, мы выполняем цепочку из 76 воздушных петелечек. Я выполнила цепочку из 76 воздушных петель и ввожу крючок в первую воздушную петелечку. При этом проверяю, чтобы моя цепочка не была перекручена. И напоминаю, что у вас может быть буквально любое количество воздушных петель. Оно должно быть кратно 2. Мне достаточно 76 для обхвата головы. И теперь очень внимательно. Я выполнила соединительную. Далее я ввожу крючок во вторую петлю. И смотрите, вот видите, моя полупетелечка еще одна. Обращаем на это внимание. Ввожу крючок в полупетлю, захватываю, выполняю соединительную. Далее я выполняю 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок и вот захватываюсь, да, я вам показала вот эту полупетелечку. Она у нас в цепочке, вот идет, их хорошо видно. И выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Далее я пропускаю одну петлю. Очень важно, обратите внимание, пропускаю одну воздушную. В следующую ввожу крючок точно таким же образом. Вот видите, захватываюсь. И теперь выполняю, смотрите, 1, 2 и 3. Выполнила 3 петелечки. Далее накид на крючок, ввожу крючок и захватываю вот эту полупетлю. И выполняю столбик с накидом. Не спешите, медленно, аккуратно вы будете выполнять этот узор. Опять же, пропускаем одну воздушную, очень важно. В следующую воздушную опять я ввожу крючок и выполняю мой патентный столбик без накида на 2 воздушных. 2 воздушные и столбик без накида. Накид, захватились, столбик с накидом. И давайте еще раз повторим. Видите, вот такая красота у нас с вами получается. Пропускаем. В следующую ввожу крючок. 2 воздушные и столбик без накида. На 2 воздушных патентный столбик или столбик без накида просто на 2 воздушных петелечках и столбик с накидом. Вот таким образом мы начинаем нашу работу. И так мы выполняем с вами до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Вот таким образом. Хорошо подтягиваю. Далее обращаю ваше внимание. Мы с вами будем далее работать за переднюю и за дальнюю полупетлю, за заднюю в наших вершинках наших столбиков. То есть, смотрите,
Провязывать будем над столбиком с накидом. Я ввожу крючок, захватываясь за переднюю полупетлю. Выполняю соединительную и начинаю выполнять 1, 2, 3 воздушные, накид на крючок, и теперь за дальнюю полупетлю я выполняю столбик с накидом. Далее я пропускаю одну вершинку, и опять же вот у меня столбик с накидом. Ввожу крючок, выполняю, как и ранее, 1, тот же прием, 2, 3, накид на крючок и за дальнюю полупетлю столбик с накидом. Раппорт ширину у нас 2 петли, раппорт высоту всего лишь 1 ряд. То есть вот такой ряд у нас с вами будет в дальнейшем повторяться. И давайте еще раз выполним. Пропускаем одну вершинку, за переднюю полупетлю захватываю, выполняю 1, 2, 3, накид, и теперь за дальнюю полупетлю столбик с накидом. Еще раз пропускаю следующую, 1, 2, 3, накид и столбик с накидом. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего кругового ряда. Напоминаю, что раппорт ширину у нас с вами 2 петли, раппорт высоту всего лишь 1 ряд. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и приступаю к выполнению следующего ряда. Опять же выполняю соединительную над столбиком с накидом, захватываясь только за переднюю полупетлю, выполняю 1, 2, 3, накид на крючок и за дальнюю полупетлю столбик с накидом. Далее опять пропускаем одну вершинку в следующую, то есть над нашим столбиком, за переднюю полупетлю выполняю 1, 2, 3, накид, ввожу крючок за дальнюю полупетлю и столбик с накидом. Все очень просто вяжется, запоминается легко, узор получается великолепный. Пропускаем, опять же 1, 2, 3, накид и столбик с накидом. Так мы с вами будем выполнять наше полотно на необходимую нам высоту. Напоминаю, что раппорт высоту у нас всего лишь 1 ряд. И мы так с вами будем повторять. Мы с вами выполнили вот такое потрясающее полотно на необходимую нам длину. Очень классно смотрится. И, как вы заметили, уже очень-очень просто вяжется. И я завершаю выполнение моего последнего ряда. Количество рядов изделий у вас может быть абсолютно разным. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И далее я оформлю еще одним рядом верхнюю и нижнюю часть моего изделия просто соединительными столбиками. Как я это делаю? Я ввожу крючок в вершинку и выполняю соединительную. При этом не затягивайте, а просто вот таким образом, достаточно свободно и в то же время аккуратно вы выполняете соединительные столбики или соединительные петли, их еще называют. Видите? Так мы оформляем с вами эту часть и эту часть нашего изделия. Мы завершаем выполнение нашего вот такого красивого аккуратного ряда. Я ввожу крючок в самую первую соединительную, выполняю соединительную, подтягиваю
И далее просто убираю на изнаночную сторону мою нить. Вот таким образом. Все. И по изнанке я убираю нить вдоль полотна. И мы то же самое с вами, вот такую же обвязочку выполняем с этой стороны. Я ввожу крючок в любую из петель. Вот таким образом. Захватываю. И начинаю выполнение. Здесь все очень просто. То есть вот ваша воздушная. И выполняем. Немножко подтянем нашу нить потом. И выполняем наши соединительные. Точно так же. Завершите вы самостоятельно. И мы посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать не только повязочку, вот такую интересную, очень красивую, но и в то же время познакомились с очень интересным узором. Скажу сразу, что этот узор можно использовать буквально для любого изделия. Раппорт в высоту всего лишь один ряд, раппорт в ширину 2 петли. Вяжется круговыми рядами. И еще хочу обратить ваше внимание, что вы можете использовать как одну, так и другую сторону вашего узора. Смотрите, он по, ну скажем так, да, в этом случае изнаночной стороне тоже смотрится очень необычно и интересно. Также хочу обратить ваше внимание, что сам узор, давайте вывернем, великолепно смотрится, если вы будете его вязать снизу вверх, сверху вниз. Ну, то есть, понимаете, да, это все зависит от вашей фантазии, от вашего изделия. И прекрасно смотрится при поперечном вязании. Видите? Необычный, но в то же время очень-очень простой узор. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали именно такой узор. И давайте посмотрим, как я и говорила, повязочка на голову по обхвату головы выполняется. Ширина нашей повязки в данном случае 9,5 сантиметров. Присоединяйтесь, вяжется просто, смотрится великолепно. И огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Творческих вам успехов!